Режим много и пафосно разглагольствует о морали и нравственности, но когда доходит до дела, его главные рупоры выдают что-то вроде «А давайте-ка мы в отместку за санкции разорим могилы немецких солдат и вернем покойников на родину». Именно такой посыл содержится в последнем материале колумниста Советской Белоруссии Юрия Тереха. Так называемый журналист подвел основательную базу под свои умозаключения. Дескать, еще в 1992 году Германия предложила межправительственное соглашение по уходу за воинскими захоронениями времен Второй мировой войны, а правительство Беларуси его до сих пор не ратифицировало. При этом найденные останки немецких солдат перезахоранивают на нескольких военных кладбищах, и все это щедро финансируется немецкой стороной. Дескать, даже после смерти захватчики смогли отхватить себе кусок нашей земли, чем не оккупация. Терех приводит пример несколько случаев осквернения могил советских солдат на немецкой земле и сообщает, что в Беларуси о случаях такого варварства ему неизвестно. Что ж, очевидно, у псевдожурналиста память очень короткая, либо слишком избирательная. А ведь всего несколько лет назад он лично принимал участие в подобных актах вандализма в Беларуси. Речь идет о Куропатах, где органами НКВД были убиты десятки тысяч наших сограждан. Именно там нелегитимная власть разрешила построить кабак «Поедем, поедим», что вызвало волну возмущения белорусов. Возле мемориала стала собираться вахта из неравнодушных людей, которые рассказывали посетителям заведения о том, что те собираются трапезничать в буквальном смысле на костях зверски убитых белорусов. Юрий Терех принимал самое активное участие во всем этом. Только на стороне тех, кто пытался чуть ли не каждый день срывать акцию, троллить небезразличных людей и организовывать приезды милиции с последующим задержанием участников акции. Напомним, что именно по приказу любимого руководителя Тереха в Куропатах варварски вырывали кресты бульдозерами. Только это для него, судя по всему, ни разу не осквернение, а так облагораживание довольно дорогой земли, которую можно пустить на что-то более полезное. Отметим, что в мае текущего года Лукашенко подписал указ о недопустимости героизации нацизма. Видимо, такими публикациями верные приспешники режима пытаются выбить себе внеочередные медальки и звание «Золотого пера». Литовское телевидение ЛРТ совместно с Медиазоной и Scanner Project провели расследование о том, как нелегалы попадают на территорию Литвы. Оказывается, Беларусь на этом неплохо зарабатывает, а особенно туроператоры. Начинается все с того, что так называемые проводники, которые помогают мигрантам, уверяют их, что все законно, потому что у них есть туристические визы. Их, кстати, выдают белорусские туроператоры. Стоимость переброски одного взрослого составляет от 10 до 15 тысяч долларов. Кроме того, каждый прилетевший платит еще и залог в $3000 на случай, если он вернется обратно в Беларусь. Белорусские туроператоры встречают мигрантов в аэропорту, проводят им экскурсии, размещают в гостиницах, таких как «Планета», «Спутник», «Минск-отель», «Краун Плаза», «Мариот», и в течение 3-4 дней вывозят к границе. Прямой рейс из Багдада в Минск не единственный маршрут, которым иракцы добираются до Литвы. Есть способы дешевле – от 4 до 5 тысяч долларов. В этом случае мигрантам не показывают Минск и не размещают в 3-звездочных отелях, а сама дорога может длиться целую неделю. После чего их привозят к назначенному месту и говорят идти через лес по определенному маршруту. Там их и ловят литовские пограничники. Среди мигрантов очень много жертв геноцида исламского государства. Приезжая в Литву, им приходится жить в заточении и неведении, что с ними будет дальше. По словам одного из беженцев, многие в лагере страдают психологически, что приводит их к попыткам суицида. Мужчина добавил, цитата: «Я уже бежал, чтобы не быть в Ираке, который как тюрьма, а здесь то же самое». Напомним, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против режима в связи с резким наплывом нелегальных мигрантов в Литву. Нелегитимный продолжает наживаться на массовой вырубке лесов и парков в Беларуси. На сайте госзакупок появился тендер на закупку линии лесопиления, которую проводит государственное природоохранное учреждение «Национальный парк Припятский». На это они готовы потратить более 800 тысяч рублей. Во внутренних документах сказано, что линию установят именно для производства обрезных пиломатериалов из хвойных и лиственных пород древесины. Важно отметить, что этот национальный парк находится под контролем управления делами президента. Наверное, не нужно объяснять, по чьим хозяйствованиям проводится уничтожение легких страны. Кстати, если зайти на сайт globalforestwatch.org, то можно увидеть, как изменилась площадь лесов в период с 2001 по 2020 года. И показатели эти неутешительные. За 20 лет Беларусь потеряла 914 гектаров леса. Учитывая количество сообщений о вырубках за последние полгода, логично предположить, что охраняемых лесов в Беларуси стало еще меньше.
Ни для кого не секрет, что Минский тракторный завод является одним из самых убыточных предприятий страны. И вместо того, чтобы попытаться как-то исправить ситуацию, руководство пытается топить завод еще глубже, естественно, экономя на рабочих. В интернете появился документ, исходя из которого видно, что завод не справляется с поставленными задачами. Суточная норма одного из цехов – 129 единиц, фактический результат – 69. Во втором цеху норма 129, результат – 77. По словам самих рабочих, невыполнение суточной нормы связано с тем, что из-за высокой температуры в цехах, которая на сегодняшний день достигает 40 градусов тепла, оборудование и люди не выдерживают. Отсутствует даже элементарная вентиляция, из-за чего получается много брака. А ведь по Трудовому кодексу сотрудники имеют право отказаться от выполнения работы, если температура воздуха в рабочем помещении превысила плюс 33. Но руководство предприятия не только не придерживается закона, но и заставляет заводчан работать все 8 часов в день, мотивируя это тем, что рабочих обеспечивают водой. Вот и получается, что люди работают во всю мощь, а убыток предприятия растет. Но расстраиваться тут нечему. Вот продадим представленную 1,5 месяца назад новинку МТЗ беспилотный трактор, и дела пойдут в гору. Главное не признаваться, что эта чудо-техника управляется пультом. У белорусской революции женское лицо. Очевидно, именно по этой причине в стране так много женщин-политзаключенных. Светлане Тихановской удалось избежать этой участи, однако после победы над Лукашенко на так называемых выборах она была вынуждена покинуть страну. Народный лидер в изгнании призывает земляков не забывать тех, кто пострадал в борьбе за нашу с вами свободу. Для этого она объявила 16 июля Днем солидарности с женщинами-политзаключенными. Завтра белорусы могут принять участие в символичной и безопасной акции. Она заключается в том, чтобы каждый желающий распечатал публичное письмо политзаключенной, оставил его в почтовом ящике соседа и воткнул туда цветок. Если вы видите цветок в своем ящике, значит, вы получили весточку от одной из героинь Новой Беларуси. Очень не хватает глаз, искренних и светлых улыбок. Берегите себя, родные, пишет Мария Колесникова, находящаяся в заточении более 300 дней. Иногда мне кажется, что сейчас я прохожу опыт глубочайшей старости, потому что одиночество примерно такое. Мне не верится, что где-то есть улицы, люди, а уж тем более море. Но я стараюсь жить, чтобы когда-нибудь оказаться в мире, где вы все есть. Пишет культуролог Юлия Чернявская, которая находится в заточении почти 2 месяца. Горжусь, что я белорусская. Это слова молодежного лидера Аланы Гебремариам. Эти и многие другие, берущие за душу строки, должны прочесть как можно больше людей. Ссылку на все письма мы оставим в описании к этому видео. Друзья, сегодня на нашем втором канале Маланка Лайв в 20:00 пройдет прямой эфир «Народ спросит», во время которого вы лично сможете задать свои вопросы штабу Светланы Тихановской. На этот раз речь пойдет о арабских условиях труда, увольнениях несогласных на предприятиях, а также о том, как отстоять свои права и рабочее место. Я же прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго и живи Беларусь!